Всем привет, с вами Дэн, и как видите, Хвилина, один из моих любимых брендов, белорусский бренд, который занимается созданием таких лимитированных линеек наручных часов, и всегда это концепция, всегда это необычный дизайн, и практически каждая их модель удостаивается какой-либо европейской или американской награды. Всегда есть своя легенда, искусство, история, космос, важные события. Короче, давайте смотреть. Это у нас линейка Universum, и модель называется Universum механическая космография. И вот она в такой вот необычной упаковке, ближе, как мне кажется, к предмету искусства, нежели к традиционному того, что мы привыкли видеть от часовщиков. И, по-моему, это здорово, потому что Хвилина это именно про дизайн и идею. И вы знаете, они как стартовали, так они и продолжают в этом духе, и каждый раз умудряются придумать что-нибудь такое новое, эдакое, и то, чего еще не было на рынке. По-моему, это здорово. Короче, значит, здесь у нас такой вот инструкция, гарантия, все вместе. И самое главное, конечно же, вау, 2 ремешка в комплекте. Вот это то, что надо. У нас идет каучук. Он еще и стилизованный под основную идею, а здесь класс. Класс. Ну, вот вы понимаете, да, каждая модель Хвилина это всегда вот часы идея, это продуманное воплощение, и в данном случае она вдохновляется романтизмом космических путешествий. Ну, даже не знаю, с чего начать. Наверное, давайте начнем все-таки с характеристик, с механизма, например, да. Здесь внутри у нас Miyota, премиальная, да, версия Miyota, это 9075 GMT на 24 часа, 24 камня, запас хода 42 часа. Сразу давайте пройдемся по размерам, чтобы потом к этой информации не возвращаться. 42 миллиметра по диаметру. Блин, какой корпус, уж прям хочется все поближе посмотреть. 13 у нас по высоте, с учетом купольного стекла. Значит, по ремешочку у нас 22, так что, в принципе, стандартные подойдут. Но тут в комплекте жир, здесь в комплекте много всего. От ушка до ушка 48. 48. Очень даже приятные размеры. Дальше идем. Значит, здесь 50 метров водозащита. Всего таких моделей 500 штук в 4 цветах. То есть это лимитированная версия. Что касается цены, сразу тоже озвучу. Примерно 50 тысяч рублей на момент записи ролика. Но нужно смотреть на сайте, я ссылки все оставлю, потому что там идет конвертация по курсу, соответственно. Еще один важный момент, что здесь, понятно, индивидуальный номер можно выбрать из тех, которые есть в доступности. Но самое главное, пожалуй, это то, что можно кастомизировать GMT-диск по вашему знаку зодиака. Если для вас это важно, интересно, ну и прикольно, уникально все-таки, то, собственно, почему бы и нет. Как видите, ремешки у нас быстросъемные на 22, один кожаный, кстати, хорош, мягкий. Удобный. Ой, этот ремешок будет приятно носить прям с первого дня, а не ждать, пока он 2 недельки разработается, да, как большинство других кожаных ремешков. Ну, и здесь вот такой базовый, насколько я понимаю, все-таки это база именно каучук, синий, потому что он даже вот здесь стилизован под солнечную систему. Ну, и что такое быстро съемный ремешок, да, мы просто берем, раз, буквально за несколько секунд. И знаете, что немаловажно сразу перед началом обзора сказать о том, что эта модель уже удостоена награды победителя на престижном международном конкурсе дизайна German Design Awards 2026 года. Очередная модель Хвилины сразу же получает награду. А теперь мы будем с ней близко уже знакомиться и разбираться, почему. Ну вот на моем запястье 18,5, да, кстати, аккуратно. Мне нравится, как этот корпус лежит на запястье. Ушки сгибаются вниз, прям, да, и он такой, как летающая тарелка, да. Ну, это действительно же у нас вселенная, да, и поэтому он должен так вот необычно смотреться на запястье. Слушайте, классно выглядят часы. Время читается отлично в этой версии, несмотря на то, что циферблат весьма и весьма насыщен, но с читаемостью времени проблем нет. И это, по-моему, здорово. Ну, а теперь давайте уже поговорим по
про идею этих часов, она здесь, как всегда в случае с Хвилиной, это нечто необычное. Ну так вот, как я говорил в начале, это космические путешествия, да, романтика, и здесь переход, да, который уже раньше Хвилина об этом тоже говорила в этой коллекции предыдущей, она отражает переход, который раньше видели древние астрономы и философы, к современным достижениям науки и космонавтики, да, и вот эта вот концепция, которую раньше уже Хвилина заложила, она продолжает развиваться. Объединение звездных карт из разных эпох. Да, от древней системы мира, когда она была геоцентрическая, до современного понимания устройства Вселенной. И поэтому в основе дизайна здесь одна из первых звездных карт Средневековья, где Земля, конечно же, изображается в центре Вселенной, а при этом, кстати, Хвилина еще и консультировалась с профессором из Сорбонны, да, специалистом по средневековой картографии, чтобы вот это все правильно отобразить на часах. Согласитесь, не все так делают, не все вот так тщательно подходят и к идее, и к концепции, и ее воплощению. И поэтому здесь вот такой ключевой элемент циферблата – это трехмерный планетарий, который выполнен в редкой для часовой индустрии и техники здесь многоуровневой композиции. Посмотрите, да, у нас нижний уровень и верхний уровень, где уже планеты, и дальше уже идут стрелки, и это просто максимально объемно, это здорово выглядит вживую, может быть, камера это не на 100% передает, но вживую вы смотрите, это у вас уже какой-то измерительный прибор, а не часы, это уже что-то такое сложное, продвинутое, трехмерное, 3D-планеты еще везде есть, блин, это просто потрясающе смотрится, конечно. Причем, обратите внимание, 3D-планеты, они еще и расположены в соответствии с реальными орбитами. Блин, какая милота, во-первых, да, как это вот... Ой, я даже не знаю, вот в моем представлении эти часы, помимо того, что это идея уже, наверное, искусства, и это, в принципе, часы, а я люблю часы, да, уже 15 лет как рассказываю про часы, но это еще для меня какое-то вот возвращение, может быть, в детство, когда ты видишь что-то такое необычное, что-то для тебя еще не познанное, и ты начинаешь с этим знакомиться, разбирать, вникать, и вот оно совершенно другими гранями перед тобой раскрывается. И вот уже не первый раз часы Хвилина меня вот в это, знаете, ощущение детства возвращают, это как-то прям аж до мурашек пробирает. Это вот абсолютная правда. Здесь не выдумываю чего-то, вот такие эмоции, они прямо в момент ролика приходят, по-моему, это необычно, необычно. И здесь дальше идем, да, это трехмерная модель с имитацией Солнечной системы, она вот в нижней части циферблата здесь у нас, а верхняя, она как раз отдается уже GMT-диску, который находится под циферблатом. Ну, такого рода у нас получается сэндвич на самом деле, и давайте вот здесь как раз мы можем перемещать стрелки, да, передвигать, и у нас также движется и GMT-диск. И вот логотип Хвилина у нас появляется. Ну, короче говоря, поскольку у нас GMT, да, у нас получается минутная, часовая и секундная стрелки, а диск это и есть тот самый GMT стрелка, но она вместо нее уже получается вращающийся диск. И день и ночь разделяются цветом, а в течение суток можно наблюдать полный круг обозначений созвездий от Овна до Рыб. Ну вот, конечно, особая фишка это 3D-модель Солнечной системы, где планетки у нас такие миниатюрные, с подписями. Все, главное, уместилось, и все красиво выглядит, и они еще и объемные. Как будто действительно они так вот над циферблатом находятся, а не в самом циферблате. А вот GMT-диск, который располагается под циферблатом, он сделан со звездной карты 9 века, она адаптирована по оригинальному манускрипту. И как раз вот для этого они и с профессором Сорбонны и консультировались. Ну и на самом деле вот по визуализации, по циферблату здесь круто все продумано, но в первую очередь, наверное, бросается в глаза и сложность, и необычность корпуса, потому что здесь новый корпус, как я уже в начале говорил, он похож на такую вот некую вселенную, может быть, да, летающую тарелку, он вообще новый, он футуристичный. С этим корпусом можно, мне кажется, много чего разного придумать.
он во многом повторяет идеи корпусов 70-х годов, да, когда вот началась эта ракетная эра, да, космос. И здесь вот тот же самый эффект. Здесь даже еще вот Universum, да, у нас подписано, Хвилина. Мат, такую пескоструйную верхняя часть по ранту, центральная часть с зеркальной полировкой, с узкими ушками. И ушки как раз возвращают нас во времена 60-х и 70-х. И нижняя часть тоже с пескоструем. Круто. Это, вау, 0.51, 500 штук, автоматика, блин, класс. 50 метров водозащиты. Корпус, вау, это, конечно, да. Циферблат многоуровневый, это все чувствуется, это прям все звенит. И, слушайте, ну в плане исполнения это 5 баллов, в плане идеи, дизайна здесь, не знаю, 10 баллов из 5, наверное. Очень круто. По весу, да, у нас получается 105 с небольшим грамм, то есть корпус, он так чувствуется на запястье и в руках, и это приятно, потому что мне нравится, когда корпус весит. Это всегда ощущаешь, что у тебя металл, что у тебя часы на запястье. Ну, и ради этого, не знаю, мы носим часы, как мне кажется, чтобы их ощущать, что они с вами есть. Поэтому приятно весит, но легкий каучуковый ремешок – это всегда удобство. Я обожаю такие ремешки, они мягкие, они удобные. Ну и плюс здесь у нас быстросъем, если что, можно поставить более серьезную кожу. Ну и что же хочу сказать по итогам. Как всегда, это, конечно, превосходно. Ну и награды, они говорят сами за себя. И знаете, я скажу вот со своей позиции. Мне нравится корпус, он сделан очень круто. Мне нравится сама идея реализации, то есть, несмотря на эту всю сложность, это сделано наглядно, визуализировано и, главное, красиво. Плюс идея, когда у нас соединяются вот эти два представления об устройстве мира, это тоже все воплощается в часах. И знаете, это те часы, про которые говорить можно, ну, как мне кажется, бесконечно. Потому что, во-первых, мироустройство, во-вторых, это современный дизайн, навеянный дизайном 70-х. В-третьих, это микробренд, или уже, наверное, вряд ли микробренд, Хвилина уже большой бренд, который делает потрясающие вещи, потрясающие часы, да еще и по вполне себе адекватнейшим ценам, прорывной дизайн, который получает награды. И знаете, здесь прям вот все в одном, все сходится. И я уже много раз говорил, что для меня Хвилина на постсоветском пространстве это вот при всей моей любви к ракете, это все-таки, наверное, номер один по идеям, дизайну и соотношениям цена-качество. Хвилина, One Love. В общем, на этом всем пока. С вами был Дэн, конечно же, увидимся.